наш обычный творческий вечер под названием «У камина Паустовская», который уже я веду с 2002 года. Юрий Николаевич Куранов вел это с 1991 года, да? В прошлом веке, да. Вот так. Тема у нас изумительная. Это стихи и песни о победе. Нашей великой победе советского народа в Великой Отечественной войне. Ну, мы расскажем в стихах и песнях о нашей победе. Ну, начнем вот с Александра Захваряхина, корреспондента ТАСС, корреспондента газеты «Бурдон». Да. Было. Вот. Раньше в летописях Пруссия не называли Поруссия. Поруссия, потом от этого образовалась Пруссия. Поруссия – это Русь, так называется стихотворение. Может, хватит дискуссий, навострите свой слух. В древнем имени Пруссия русский слышится дух. Много лет латинянами воскурялся дурман, чтоб в Поруссии Германия истребила славян. От насилий коварных вымирали они, оставляя на карте лишь названия одни. С этой самой равнины на предание сошлюсь. Славный Рюрик с дружиной прибыл княжить на Русь. Хватит лгать про норманов со славянским вождем. Мы повязаны ранее, были кровным родством. От тевтонов, в отличие чуждых нашим корням, прусы были язычники, братья верные нам. Возле моря Варяжского прусов зло оскорбили. Они Альбрехта Пражского, вот прокрест, за кощунство казнили. Их священную рощу он незваный пришел, как ходящий мощи ватиканский посол. Все, кто ереси склонны, видят символ тех мест. Здесь воздвигнут огромный католический крест. Православным славянам эта вера порочна. Сколько раз басурманам проверять нас на прочность. Все не мнется тевтоном, скрытно в ночь ли туман, прибалтийским балконом окружить россиян. Чтоб агрессии грозной Пруссия не повторяла, мы у этого монстра с корнем вырвали жало. Все названия не русские заменить не берусь. В 45-м Поруссия превратилась в Русь. Богом будет хранимый славный Калининград, легендарного Крыма наш балтийский собрат. По программе, а теперь программа, значит, портреты наших политиков, значит, вроде концерта. Значит, речь идет, это я жил в Свердловске, это доскональная история, точно. В старину за подобное дельце пострадал бы весь комбинат. В те года возглавлял его Ельцин, главный будущий демократ. В результате аферы ловкой снизил стоимость и объем. В самом центре тогда Свердловска был досрочно построен дом, неизвестный в стране пока еще, но уже карьерист азартный. Без раздумий Борис Николаевич новоселье назначил на завтра. Ждали утром приезд оркестра, суетился Ельцин не зря, метил он на высокое кресло перед самым 7 ноября. В эту ночь из густых потемок вдруг раздался скрежещущий гром, и распался, как карточный домик, этот новый панельный дом. Новоселы схватились за сердце, к счастью, их не застала беда. Ну скажите, кому, кроме Ельцина, все сошло бы, как из гуся вода?
Не однажды алкаш и халтурщик был виновен в развале ином. Один раз в Беловежской пуще при разгоне советов в другом. Задаю вопрос не впервые, что за кара преступника ждет, совершившему трижды в России государственный переворот. Хватит. Мне хочется вернуться к тому времени, когда началась война, и закончить воспоминания, когда она закончилась. Война для меня началась 20 марта 1941 года, когда не стало моего отца. Работая председателем Брестского исполкома, он был злодейски убит националистами. 23 марта, в день своего рождения, я шел, держа за руку дедушку, я шел за гробом отца. Гроб везли на артиллерийском лафете, и жалобно играл духовой оркестр. Рядом шла мама с годовалой Светланочкой на руках. Мама плакала. После случившегося дедушка забрал нас к себе в Гомель. Но и здесь нас нагнала проклятая война. Уже в конце июня немецкие бомбардировщики стали регулярно бомбить город. Наш дом располагался неподалеку от городской электростанции и у железнодорожного моста через реку Сош. Эти объекты, как магнит, притягивали армады немецких бомбардировщиков. И когда они подлетали, зенитные батареи, установленные на крыше электростанции и у моста, начинали шквальный заградительный огонь. Снаряды рвались в воздухе, их осколки металлическим дождем падали на крышу нашего дома. В это же время я увидел и первую смерть. Во время очередного налета осколок попал в голову тетушки Пелагеи. Окровавленная, она упала на цветочную клумбу во дворе дома и умерла. Особенно страшными были ночные бомбардировки. Ночью черная тарелка репродуктора, висевшая в нашей гостиной, начинала вещать. «Внимание!» — говорит радиоузел местной противовоздушной обороны. «Граждане, к городу приближаются самолеты противника. Займите места в бомбоубежищах». И начинала выть страшная сирена. Мы всей семьей пускались в погреб и с содроганием прислушивались к разрывам бомб, от которых дрожала земля. Вспоминается и такое. По улице Песочной, что рядом с нашим домом, жарким июльским днем шла бесконечная вереница уставших солдат. Солдаты несли шинельные скатки, винтовки, гимнастерки на их плечах были темными от пота. И когда объявили привал, они буквально рухнули на траву у забора. Женщины стали выносить им пищу, воду. Солдаты молча жевали, пили и тупо смотрели в землю. И во всем этом была какая-то безысходность. В конце июля объявили общую эвакуацию города, и мы всей семьей пошли на вокзал. Дедушка и тетя Люба катили перед собой тележку с нашим жалким скарбом. Бабушка вела меня за руку, мама несла Светланочку. Город горел, черные дымы, поднимаясь к небу, временами закрывали солнце. На вокзале нас посадили в товарные вагоны и повезли. И когда мы переезжали через Сош, последний раз посмотрели в сторону нашего дома и долго-долго махали ему руками. Вспоминается и такое. Ночью, когда поезд переезжал через какую-то реку, вновь раздались взрывы бомб и выстрелы зенита. Поезд резко затормозил и остановился прямо на мосту. Дети стали плакать, женщины опустились на колени и стали молиться. Слава Богу, все обошлось. И с рассветом мы поехали дальше, в далекие степи Чкаловской области, на маленькую станцию Сарайгир. Именно здесь мы и прожили
4 страшных года войны. Именно здесь навсегда остался лежать в земле мой дедушка. Будь проклята война. А теперь пару слов о том, как это закончилось. 45-й год, 9 мая, ясный солнечный день, та же станция Сарагир. В школе, что рядом с вокзалом, идут обычные занятия. В большой комнате 4 ряда пар, за каждым сидит свой класс. Учительница на всех одна. И вдруг, неожиданно, раздались гудки паровозов, гудки неистовые, за окнами замелькали люди, все куда-то бежали. Мы с учительницей выбежали из школы и побежали вслед за ними, бежали на перрон, где стоял столб с репродуктором, а из него уже понеслось. Подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской армии. Победа, товарищи! Слава советскому народу-победителю! Слава товарищу Сталину! И все стали обниматься, женщины плакали. В этот день занятия в школе так и не начались. Хотелось радости и праздника. А теперь 2 слова ветеранам. Вас осталось совсем немного. Вы хлебнули несчастья и бед. Ветераны войны – это знамя наших самых великих побед. И живете вы тихо и скромно, излучая свой ласковый свет. Одного я вам всем пожелаю – пусть Господь вас избавит от бед. Спасибо. О Дне Победы, да. Я в прошлом году летали в Берлин, мы ветераны. И везде были в Рейхстаге и так далее. И зашли туда, где Жуков подписывал договор о капитуляции. Вот этот зал, да. Нам гид говорит, вот такой Жуков. Все сидят, француз, англичанин, американец, и Жуков там. Вели Кейтеля. И Кейтель посмотрел на всех их, говорит, а что, и эти, ну, которые нас победили? Вот его выражение такое. Он увидел Жукова, того представителя той страны, которая победила фашизм. Ну, давайте, вот вы прекрасно сказали, а еще, вот, Лев Петрович, то же самое, но его война застала в Минске, он пишет роман «Война», вот так, как он тоже ехал вот оттуда, спасаясь, уезжая. Давайте, Лев Петрович. Ну, не роман, а это громко. Повесть «Война». А повесть «Война» товарищи, которые меня курируют, подсказали, поскольку я пишу в ключе воспоминания ребенка, воспоминания того мальчика маленького, который встретил войну и так далее. Вот. В мир иной, как в разведку, уходят полки ветеранов, и все тише на праздник Победы звенят ордена, те пропавшие гарью, награды за подвиг и раны, ими доблесть героев своих отмечала страна. И все реже на улицах встретишь седую старушку, ту, которая в годы войны еще юной девчонкой была, кто на скудном пайке, получая лишь хлеба смушку, и в холодных цехов за станком по 2 нормы гнала. Мир спасали они, закрывая собой пулеметы, поднимались в атаке под грохот снарядов и мин, а вернувшись с победой домой, поредевшие роты возродили страну, города возвели из руин, только множество братских могил нам воздвигла на память та священная в песне про кровавая в жизни война. Неизвестных солдат
тихо греет неяркое пламя, а живых, словно пеплом, покрыла давно седина. Только множество... годы быстро бегут, время жизни уже на исходе. Тех, кто бережно знамя победы держали в руках, это люди особой, кристально-алмазной породы, поколение славы, дела их бессмертны в веках. Может быть, себя мнишь ты большим человеком? Ты такой потому, что тебя защитили они. Перед каждым из них мы в долгу, неоплатным, навеки. Расскажи своим внукам, зачем мы могил огни? Солдату. Давно отгремела война, но звук канонад не забыт. Как русский сражался солдат, как в бой, хоть и ранены шли, чтоб спали сейчас мы спокойно, чтоб грело нас солнце сейчас. Он раненый, не сдавался, жестокий с врагами солдат. Он пулей сраженный падал, из мертвых вставал, но шел. Он шел в огне сгорая, в кровавом лежал снегу, но дрался, нас защищая, и не сдавался врагу. За это вас помним, родные, и в пламени вечных огней для нас вы вечно живые, с тех грозных, но памятных дней. Так спасибо, родные, за звезды, за полеты к ним кораблей, за мирное небо над нами и за счастье наших детей. Спасибо за все, что вы сделали нам, и могу сказать, без сомнения, низко кланяется вам ваше младшее поколение. Давайте послушаем песни в исполнении участников становления Калининградской области во главе с Салаватом Митиным. Проходите, они пришли торжественно. Да, хорошо. Салават был там в ансамбле песни и пляски Балтийского флота, солистом, танцором. А эти, друзья. Анатолий Алексеевич Лунин написал замечательные стихи. Мы в ходе железнодорожников обработали их. И послушайте «Дети войны». Оправдана по грозному делению, напаливший огненные пары, детьми войны назвали поколением, бомбежками крещенной детворы. Да мы в войну, как водится, играли, она пришла бредовых снов страшней. Отцы ушли июньской бравой бранью, оставив на хозяйстве сыновей. И мы всерьез работали до соли, в цеху и в поле заменив отцов, и были нам кровавые мозоли, награды, как медали для бойцов. А на стене надменного Рейхстага надежно, не на годы, на века, по праву победителя поставил размашистую роспись сын полка. Детей войны невзгоды не стогнули, нас закалила общая беда. Мы прямиком на взрослый мир шагнули, из детства босоногого тогда. Мальчишка, но уже надежный малый, девчонка не отважна и горда. Вот кто из пепла села поднимали и в жизни возвращали к городам. Начальство нас по блату не толкали, мы сами сумели и смогли. Суворовцы командуют полками, нахимовцам подвластны корабли. Мы постарели, где была я сила, но
матушка Россия. Не подведем, вернемся, повторим. Хоть позовет нас матушка Россия. Не подведем, вернемся, повторим. Браво! Спасибо Советскому Союзу. Дорогие друзья, видите, ну давайте ученого, поэта послушаем. Да, Вадима Ячменева. Ну, сначала касательно 22 апреля, день рождения Ленина, я участвовал в возложении цветов. Революции благодаря наша страна не стоит на коленях. Все, что вы делали, не было зря. С днем рождения, товарищ Ленин. Коротенько. Ну и старое стихотворение. Это штурм Кенигсберга. Ну, что-то не пишутся много, поэтому я повторюсь. Из пушки танк огонь изверг. Сквозь дым бегут вперед солдаты. Как штурмом брали Кенигсберг. Мне дед рассказывал когда-то, как шли в атаке на форты, как яростно фашистов били, и как апрельские цветы девчатам в медсанбат носили. Как, пережив кровавый ад, победу нашу отмечали, как поминали всех ребят, что в тех боях жестоких пали. И я как будто тот солдат, листаю в памяти страницы, а в башнях замковых дымят пробитые насквозь глазницы. Года уносятся назад, и воин бронзовый спокоен, а Кенигсберг, Калининград, встал из руин и вновь отстроен. Но каждый год в апрельский день приходит памяти минута, и память разрывает тень, как залп военного салюта. Война, война, теперь она, война далекая такая. Смотрю на деда ордена, и ту войну не забывай. То вас узнали мир. Ну, я уже говорила тогда, что А вы сейчас вас снимают. Ну, я учитель немецкого языка. Так, в Калининграде я 63-го года. Но русскую литературу я всегда любила, люблю. И еще в школе начала писать стихи. Но все было детство. А теперь уже пришла сюда, узнала, что здесь есть клуб такой начинающих поэтов. И стала здесь также работать. Вот сегодня у меня стихотворение связано... Фамилию, имя, отчество надо, чтобы знал народ. Харыбина Маргарита Сергеевна. О. Сегодня у меня стихотворение связано с войной и с миром. И в то же время с нашей местностью, где мы с вами живем. Калининград родился на Балтийских берегах, возникнув на руинах Кёнигсберга, что оставил крепости и блиндажи на милость победителям войны. Когда фашизм Европу растоптал, спасла ее от уничтожения дотла, и жизнь ей возродила страна моя, опора мира и добра. Пусть будут нам благодарны те, что выжили в войне, кому свободу принесли, чтобы цветы вновь зацвели. Пусть будут благодарны все, чьи потомки, павших на войне, смогли теперь здесь жить и мир планеты укрепить. Живи, страна моя, необъятная Россия, и не сломить врагам тебя, пока в тебе есть сила. Еще одно. Тоже о Калининграде и о мире. Калининград, как часовой, оберегает наш покой, массу жизни положив, землю кровью обогрев, чтобы жить теперь могли мирные люди нашей земли. Когда фашизм Европу покорил, Советский Союз ее освободил и к мирной жизни всех призвал, и на планете мир настал. Россия спор тихо разрешает и к согласию всех приглашает. Живи, страна моя и город мой, ведь мы здесь связаны судьбой одной. Мир должны мы сохранить, детей нам нужно вырастить, нам вместе надо быть,
чтоб счастливо всем жить. Спасибо. Я начну с того, что поблагодарю Германа Петровича за его творческие встречи. Вот, значит, я отсутствовала здесь буквально, наверное, 10 лет, мы не встречались. Да. За это время, значит... Что? Вот стульчик, сядьте. А, нет, ладно, ничего. Значит, благодаря его вечерам, встречам творческим, вот, я, собственно, стала заниматься стихосложением. Вот. Я сочинила детскую книжечку стихов, и вот даю вам на память, на добрую, и благодарю вас. И вот называется «Калейдоскоп Балтики». Спасибо. Посмотрите, вы ее потом отдадите специалисты. Ряд патриотических, значит, этих... Представьтесь, пожалуйста. Вербицкая Тамара Петровна я. Значит, тоже, если вспомнить историю с детства, это 6 лет мне было, мы с Дальнего Востока, вот здесь женщина говорила, да, что отец служил, и мой отец служил на Дальнем Востоке, военно-морской летчик. Вот. Значит, там он, значит, участвовал в сражениях, Япония, Корея, потом, значит, сюда перевели, на запад. В 49 году он был направлен продолжать здесь военную службу, поселок Донское, вот, военно-морской летчик. Я, значит, мое воспоминание 6-летнего ребенка, мы приехали на вокзал, немецкий, вот это немецкое здание, транспорта не было никакого, и вот мы пешком шли от вокзала и до теперешней гостиницы «Москва». Сплошные руины, это было страшно что-то. Ну, детское воображение такое, как будто в какую-то сказку попало, да? Потому что такого никогда не видели, да? Руины, развалины. Вот по дороге машина и человек, если будет идти, не могут пройти, чтобы разминуться. Вот такая была обстановка. Ну вот мы, значит, добрались до гостиницы «Москва», там какое-то время, значит, расположились на какое-то время, а потом в поселок Донское. Поселок Донское, значит, там немецкий аэродром был, и на базе этого немецкого аэродрома, значит, наша воинская часть. Вот. Всего 2 улицы, по 5 домов. Это, значит, поселение для военных. И вот, ну вот, запад России, конечно. В лихую годину был город руина, здесь не было крова, земля лишь багрова. Но мы победили, врага разгромили, флаг свой водрузили, труд мирный вложили. Наш янтарный край, крепни, процветай, благо приноси, славь народ Руси. Возрожденный вновь мир несет любовь, край наш благодатный, простор необъятный. Западный рубеж страны охраняют здесь сыны, родной отчизны слава, знамя сердец горячих пламя. Наш янтарный край крепней процветает, благо приноси, славь народ Руси. Спасибо. Ну, вот еще можно, здесь у меня много таких. За отчизну в жестоком бою погибали солдаты в строю, но расправа врага настигала. 70 лет с тех пор миновало. Кёнигсберг был разбит, удручающий вид. Все в руинах, дыму и пожарах, словно в страшных видениях, кошмарах. Время новых свершений настало, и советская земля это стала. Мирный труд здесь кипит, сил народ не щадит, здесь весной каштан расцветает, и усердно народ созидает. Той минувшей войны все исчезли следы, обновленный, прекрасный и мирный вырос город, и путь его длинный, здесь красивый народ проживает, он трудом этот край прославляет. Спасибо.